Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 21 февраля. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 21 февраля. Итак, друзья, далее все более подробно. 21 февраля Православная Церковь почитает память одного из важных фигур Старого Завета, пророка Захария. Его жизнь и деятельность оставили неизгладимый след в истории древнего Израиля, а его творчество продолжает вдохновлять верующих по всему миру. Захария родился в период Вавилонского плена, когда многие израильтяне были отведены в плен в Вавилон после разрушения Иерусалима в 587 году до нашей эры. Вопреки сложным временам Захария смог сохранить свою веру и даже внести значительный вклад в нравственное возрождение своего народа. Он стал автором одного из ветхозаветных пророческих произведений – книги пророка Захарии. Это произведение занимает важное место среди других пророческих текстов и содержит в себе предсказания и повествования, направленные на ободрение и наставление израильского народа. О жизни Захарии мы знаем немного. В Священном Писании нет точных данных о его биографии, однако, по предположениям историков, он был современником других пророков, таких как Зарававель, пророк Агей и первосвященник Иисус. Его пророчество отличается глубоким духовным содержанием и яркой символикой. Захария говорил о будущем спасении Израиля, о пришествии Мессия и о великом дне Господа Бога. Его послания наполнены надеждой и обещанием возврата к Богу. Святой Захарий был одним из пророков, которые жили во времена Вавилонского плена. И именно к Захарию по сей день христиане обращаются к нему во своих молитвах с просьбами о надежде, о утешении и о плодородии. Поэтому его слова приносили надежду и утешение людям, которые страдали от тирании и порабощения. Поэтому христиане молятся святому Захарию, прося его даровать им надежду в трудные времена и помочь преодолеть препятствия на пути к благополучию. Также святой Захарий известен своими утешениями тем, кто испытывает скорбь и горе. Его мудрые слова приносят утешение и поддержку тем, кто столкнулся с потерей, с болезнью или другими невзгодами. Христиане обращаются к нему с молитвами о помощи в перенесении скорби и облегчении страданий. Также святой Захарий ассоциируется с плодородием и с урожаем. Его пророчества о благополучии и процветании приносят надежду на хороший урожай и достаток. Христиане молятся Захарию, прося его о благословении для своих посевов, плодов и всех видов трудов, которые связаны с земледелием. Ну а в народном календаре этот день известен под несколькими названиями, такими как Захарий Серповидец, Захарий или Захарьев день. Давайте рассмотрим некоторые из традиций и обрядов, связанные с этим днем. Итак, Захарий Серповидец – это день, который обычно связывают с началом весеннего посева, когда земледельцы готовились к посадке семян. Серповидец означает начало использования серпов для уборки урожая или важный момент был в сельскохозяйственном календаре. Дело в том, что это было время, когда природа пробуждается от зимней спячки и земледельцы готовятся к новому сезону работы на полях. Поэтому 21 февраля – это день, когда крестьяне начинали подготовку к предстоящим работам на поле. Потому что с началом весны крестьяне уже доставали свой инвентарь и внимательно рассматривали его состояние. Они проверяли инструменты, смотрели, не испортилось ли что-то во время зимнего хранения. Если находили какие-то повреждения или износ, они заменяли детали или весь инструмент на новый. Это было важно для успешного проведения работ на поле и обеспечения в дальнейшем хорошего урожая.
Конечно же, в этот день особое внимание уделялось точению и заточке серпов, которые использовались для уборки урожая. По народным поверьям, хорошо заточенные серпы принесут удачу и процветание на протяжении всего года. Поэтому крестьяне в этот день старались тщательно точить свои серпы, чтобы быть готовыми к предстоящим работам. Горожане также участвовали в этом обряде, но уже подтачивали свои ножи. Хорошо заточенные ножи считались символом удачи и процветания, поэтому горожане также следили за состоянием своего инструмента в этот день. Подготовка инвентаря к работам на поле в Захариев день имела глубокое символическое значение для крестьян. Этот обряд символизировал начало нового сезона труда и надежду на хороший урожай. Точение инструментов и подтачивание ножей было не только практическими мероприятиями, но и обрядами, направленными на привлечение удачи и благополучия на протяжении года. Для ремесленников Захариев день также становился временем для проведения торгов и сделок. Верили, что торги, назначенные на этот день, будут особенно успешными и прибыльными. Это было связано с общим поверьем в магическую силу этой даты, способной приносить удачу и процветание в делах. Захариев день также считался особенной для молодежи, которая собиралась на посиделки и на развлечения. По традиции молодежь проводила время весело и задорно, пела, водила хороводы и играла в разные игры. И одной из самых распространенных игр того времени была игра «Клубочек». В этой игре парни и девушки вставали друг против друга, а первый клубок брала девушка. Она задавала любой вопрос, например, о любимом блюде, и катила его к парню, о котором хотела узнать больше. Если клубок останавливался у его ног, парень отвечал на вопрос. Если клубок катился дальше, его следовало задать следующему участнику. Так продолжалась игра, пока все не рассказали о себе что-то интересное и забавное. В этот день верили, что можно самостоятельно привлечь удачу и благополучие, не обращаясь за помощью к целителям и к врачам. Один из самых распространенных обрядов, проводимых в этот день, 21 февраля, этот день включал использование сухих веток. Каждая ветка символизировала определенную проблему или негативное явление, от которого хотелось избавиться. Например, могли быть болезни, плохие мысли, финансовые трудности, одиночество и так далее. На каждую ветку наговаривали свои проблемы, затем рисовали круг из соли и клали ветки внутрь. После этого читали молитву «Отче наш», бросали ветки в печку и наблюдая, как они горят. Важно было периодически подсыпать соль в огонь из круга, проговаривая определенные магические слова, которые были призваны избавить от бед и негатива. Когда ветки полностью сгорели, читали обязательно молитву своему ангелу-хранителя. После проведения ритуала следовало 3 дня поститься и посещать утренние службы, ставя каждый раз 3 свечки за здоровье. Первая за врагов, вторая за себя, ну а третья за друзей. Эти действия считались обязательными и помогали укрепить эффект проведенного обряда. Люди, рожденные 21 февраля, считаются обладающие особыми чертами характера и способностями, которые делают их уникальными среди других знаков зодиака. Согласно астрологическим представлениям, они обладают развитой интуицией и часто обладают способностью предсказывать будущее. Кроме того, люди, рожденные 21 февраля, обычно обладают уникальным чутьем и способностью к анализу ситуаций, которые позволяют им предвидеть события и принимать правильные решения. Их интуиция может быть такой сильной, что они могут предугадать будущее или ощущать скрытые аспекты окружающего мира. В качестве талисмана для людей, рожденных 21 февраля, часто выбирают гранат. Гранат символизирует стойкость, силу и внутреннюю энергию. Этот камень считается защитным и обладающим способностью привлекать удачу, счастье и благополучие. Он также ассоциируется с любовью, страстью и энергией, что делает его идеальным талисманом для тех, кто родился в этот день.
Сны, увиденные с 20 на 21 февраля, являются вещами и могут предвещать будущие события или содержать важные послания. Поэтому, если вам снится что-то особенное в эту ночь, стоит обратить внимание на символику и попытаться растолковать его значение. И вы знаете, 21 февраля – это день, который очень важный был для нашего народа. И в этот день были различные обряды и обычаи, которые наши предки старались выполнять. Поэтому верующие христиане в этот день, 21 февраля, старались соблюдать однодневный пост. Это означало воздержание от пищи, в том числе от молочных продуктов, мяса и яиц. Такой пост помогал верующим очиститься духовно и сосредоточиться на духовных практиках и молитве. Для работников сельского хозяйства 21 февраля также был особенно важным днем. Старались люди, крестьяне, провести этот день в молитве, молясь о благополучии и о хорошем урожае. Этот обычай имеет древние корни и символизирует надежду на успешный и плодородный год. Кроме того, в прошлом крестьяне часто проводили обряд точения серпов в этот день. Считалось, что это принесет им счастье и достаток, а также поможет обеспечить хороший урожай. Этот обычай может быть символическим актом предвосхищения хороших времен и заботы о будущем. Что же нельзя было делать 21 февраля по народным приметам? Вы знаете, в День памяти святого Захария 21 февраля существовал ряд традиций и обычаев, которые рекомендовалось учитывать, чтобы избежать неудач и неприятностей. Поэтому в этот день святого Захария, проверяли наши предки готовность к предстоящим сельскохозяйственным работам. Поэтому оставлять без присмотра серп было нельзя. Считается, что нерасчищенный, ржавый или согнутый серп может привлечь несчастье и проблемы. И также операции, которые запланированы на 21 февраля, могут привести к неудачному исходу. Раны могут долго не заживать, удержаться высокая температура, а также возникать другие осложнения. Поэтому это поверье обычно не касалось экстренных случаев, когда операция необходима для спасения жизни. Также христиане традиционно в этот день соблюдали однодневный пост в память о святом Захарии. В этот день они воздерживались от употребления молочных продуктов, мяса и яиц, выражая таким образом свою веру и почитание к святому. Также в этот день не рекомендовалось проводить процедуру удаления зубов. Те, кто игнорирует данный запрет, могут подвергнуться сильной порче. Хотя современная медицина не подтверждает связь между днем исцеления и результатом хирургических вмешательств, многие по-прежнему все-таки придерживаются этого предписания из уважения к традициям. Помните о том, что наши предки были очень мудрыми, и не зря они передали нам эти традиции. Также в этот день запрещается проявлять зависть. По мнению народных поверий, зависть может негативно отразиться как на жизни того, кому завидуют, так и на самом завистнике. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими людьми и питать чувство зависти, лучше сосредоточиться на собственном развитии и достижении личных целей. Кроме того, проведение косметических процедур и маникюра считается, что в этот день не принесет пользы, а наоборот, может привести к нежелательным последствиям. Ногти могут начать слоиться и ломаться, а лак для ногтей быстро облупится, а на коже могут появиться прыщи и другие раздражения. Этот день считается неудачным для работы, поэтому лучше отложить косметические процедуры на другое время. Кроме того, в этот день не рекомендуется заниматься работой, которая связана с использованием острых инструментов, таких как топор или пила. Считается, что человек может получить серьезные травмы в этот день, поэтому важно быть особенно осторожными и остерегаться непредвиденных происшествий. Также нельзя в этот день мести в этот день
пол. По народным поверьям, проведение этой процедуры может привести к уходу из дома здоровья и благополучия. Хотя на первый взгляд такое предписание кажется абсурдным, многие все-таки следуют этому правилу из уважения к традициям и правильно делают. В этот день для девушек существовал свой запрет: нельзя было смотреться в зеркало. По народным поверьям это может привести к потере красоты и возникновению проблем с кожей. Хотя может это показаться кому-то несерьезным, но многие все-таки придерживаются этого, опасаясь негативных последствий. Кроме того, этот день не подходит для планирования важных дел, особенно связанных с деньгами. Считается, что в этот день может произойти что-то непредвиденное, что помешает достижению поставленных целей, а также существует риск попасть под влияние обмана или кражи. Поэтому многие предпочитают отложить важные решения на более удачное время. Также в этот день не рекомендовалось идти на рыбалку. Считается, что клёва не будет и улов будет незначительным или вообще будет отсутствовать. Хотя на первый взгляд это может показаться чисто суеверной приметой, но многие рыбаки придерживаются этого предписания, чтобы избежать разочарования. Также в этот день нельзя рассказывать сны до полудня, даже если они были светлыми и приятными для вас. Помните об этом. Друзья, вот такой у нас день 21 февраля по народным приметам. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите слово «благодарю». Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.